Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить игрушечной копии легендарного автомобиля ГАЗ-24 Волга, который производился на одесском производственном объединении Черноморская игрушка с середины 70-х по начало 90-х годов. Игрушка-модель одесского завода была сделана полностью из пластика, не имела открывающихся деталей и была практически неразборной. Тем не менее, сделана была очень близко по масштабу к реальной модели советского автомобиля ГАЗ-24 Волга. И всех существующих на рынке советских масштабных моделей ГАЗ-24 того периода на сегодняшний день после саратовских моделей она одна из самых желанных у коллекционеров. Может быть, это связано с довольно неплохой детализацией как для пластика, а может небольшим количеством оставшихся в целом состоянии моделей на рынке. Однако факт остается фактом, и спрос на эти одесские модельки сейчас довольно повышенный у коллекционеров, в принципе, как и на коробочки от этих моделей. Несмотря на то, что одесская модель ГАЗ-24 выполнена из пластика, внешне она очень неплохо скопирована и достойна того, чтобы быть в коллекции почитателей автомобилей марки Волга. Детализация экстерьера модели была ближе к киевской Волге от Укрпромигрушки. Одесская модель имела надписи «Волга» на крыльях, поворотники и даже дефлекторы на задней стойке. Отдельно стоит отметить переднюю часть автомобиля, где решетка радиатора была вместе со стеклянными фарами, а бампер с номерным знаком ГАЗ-2473. Диски колес хоть и были пластиковые, но с резиновыми покрышками, а колпаки на более ранних моделях были еще и хромированными. Днище было выполнено не так детально, но все-таки было не полностью гладким и создавало имитацию реального автомобиля. Интерьер модели оставлял желать лучшего, но от пластиковой модели лучшего ожидать и не приходится. По периодам производства одесской модельки есть чем порадовать коллекционеров, так как начиная с начала производства в 1975-1976 году и до окончания в начале 90-х, модель претерпевала изменения в деталях, некоторые из которых считаются довольно редкими и желанными. Самые первые, возможно, пробные модели середины 70-х годов очень недолгий период имели крепление днища на шурупах. Позже и почти до конца производства днище крепилось к корпусу модели стекляшками от фар, наклеенными специальным клеем толуолом. Также модели более раннего периода отличались хромированием решетки радиатора, бамперов, днища и дисков колес. Также на ранних моделях иногда попадался салон красного цвета. Резиновые шины могли быть разных цветов, и это не было какой-то редкостью. С конца 80-х годов модель перестали хромировать, и общее исполнение модели стало более грубое. Самые поздние модели шли уже без салонов и с черным непрозрачным пластиком на месте окон. Колеса были уже полностью пластиковые от модели УАЗ-469. Днище уже не клеилось, а крепилось методом распайки пластиковых направляющих. Общее исполнение более грубое, с заусенцами и неровностями. На передних крыльях пропадает надпись «Волга». Кроме гражданского варианта выпускался вариант служебного автомобиля ГАИ, который был с мигалкой и имел наклеенные бумажные декали. Коробок на одесскую «Волгу» известно несколько вариантов, которые отличались прежде всего цветом изображенной на них машинки. Цена на данную модель на сегодняшний день поползла вверх, и, конечно, чем модель более раннего выпуска, тем она дороже. Цены на аукционах стартуют от $10 за поздние или некомплектные модели и до $100 за ранние модели в коробках и в идеальном состоянии. Еще совсем недавно цена на эту модель была на порядок ниже, и особенно никому она не была нужна. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, информация про одесскую Волгу от Черноморской игрушки оказалась вам полезной и интересной. До новых встреч в эфире!